Всем привет, это Маев. Приятного просмотра. Не забудьте подписаться на новые интересные ролики. Попался мне, значит, на Авито, недорогой, за 1000 рублей, новый Canon TS5140, по-моему. И вот у меня есть старенький, ну и думаю, на халяву его поменяю, MP495. Видите, на старом у меня все настроено, стоит SNPC система, подача чернил, сюда только подливаю и печатаю сколько угодно, получается все дешево. Так, вот он новенький. Значит, и купил я у бабульки такой божий одуванчик. Они купили там с мужем, пенсионером, этот принтер год назад и им не пользовались. Ну, вернее, как напечатали цветные фотографии, а не закончился картридж. Пошли в магазин, там увидели, что он стоит там чуть ли не как сам принтер. Значит, новый принтер вот включаем. Кстати, этот принтер сам всегда включается. То есть не надо как тот ходить, включать, если он в другой комнате стоит. Работает по Wi-Fi тот и тот. Вот здесь вот есть уже, можно заметить, дисплей присутствует. Мне его надо, конечно, проверить. Я первым делом запустил Wi-Fi. Вот здесь вот через VPS подключился к роутеру. Посмотрел обновление. Вот здесь вот можно найти вкладочку «Обновить микропрограмму». За 3 минуты скачалась новая прошивка. Все, он перезапустился, все отлично работает. Теперь дальше. В общем, двухсторонняя печать, я вижу, есть. Экономия энергии. Ну и бесшумное печатание. Ну, на том тоже есть бесшумное печатание. Экономный, в общем, режим. Ну, хотя это не факт. Ну и вот посмотрим, значит, приблизительный запас. Видите, все по нулям, и здесь значок горит. То есть здесь по-нормальному сбросили, а здесь еще не закончился до конца, но они уже попробовали. И что попробовали, я вам покажу, что они натворили. В общем, бабка мне подкинула проблем. Есть люди, которые создают проблемы, а есть люди, которые их потом как-то решают. В этом видео я установлю программное обеспечение, быстренько все настрою и, ну, вот, решу проблему с этими картриджами. Заправлю их, промою сопла, посмотрю, почему цветные не печатают. Заправлю тоже цветной картридж. Ну и сравним, как по ощущениям новое поколение Canon стали лучше печатать, может быть, быстрее стали, более бесшумнее. Ну а так, конечно, бабка не зря продала принтер. Сама она справиться с проблемами не смогла. Ей 1000 рублей, мне практически новый принтер 3 в 1. Далее, если вам будет интересно, вы потом напишите, я вам покажу, как SNPC установить на этот принтер. Я все равно буду устанавливать. SNPC, кто не знает, это система непрерывной подачи чернил. В стороне стоят там 4 бутылочки. Смотришь за уровнем, подливаешь чернила. Ну и хватает этих банок там печатать очень много и не задумываться над стоимостью напечатанных фотографий. Ну вот так все это я озвучил, да, планы этого видео. Давайте смотрим. Но все-таки это более современное. Кстати, вот тут этикетку так и не сорвали предыдущие хозяева. Тут написано Smart Device Ready. Ну, то есть можно и с мобильных устройств легко все это дело печатать. Он высокоскоростной, он имеет также функцию двухсторонней печати. Как он это делает, я пока еще не знаю. Так, выплюнул. Вот такую бумаженцу он напечатал. Ну и мы видим, что картриджи засохшие. Напечатано очень скверно. Ну и даже пробовал он тут что-то в цветном виде это все печатать. Ну, надо отмачивать картриджи, ими давно не пользовались. Так, попробуем отсканировать. Возьмем тут какую-нибудь рекламку, их же установим в принтер. И с помощью смартфона попробуем отсканировать.
На твой телефон пришло новое сообщение. Посмотри, вдруг там что-то важное. Ну, что-то работает. И вроде так бесшумно. Мне нравится. Здесь тоже идет в окошечке запись, что идет сканирование документа. Вот такой результат. Видим, очень прекрасный. Видим прекрасный результат, качества отсканированного. Так, здесь работает. В общем, через смартфон работает. Приложение вот так оно выглядит. Ну, очень хорошо сделано. Печать документа. Все прекрасно. Черный чернила еще маленько есть. Печатают. Все пишет окей, выполнено. Занялся заправкой картриджей. Ну вот просто черный вот в это отверстие. Грамм 5-6 я долил. Считай полные. А вот с цветным есть проблемы кое-какие. Взял шприц и начал воздухом давить в каждое вот отверстие и смотреть, где какой цвет, чтобы определить. По идее, вот такого цвета должны быть по отверстиям. Но, мне кажется, кто-то уже сюда залазил, пробовал заливать и залил одни и те же чернила во все отверстия. Так, вставили. И теперь чуть-чуть давано. Так, видим, вот. В общем, проблема такая есть. Люди цветной картридж черный залили везде по банкам. Теперь единственное, картриджа у меня такого нету, покупать нет желания. Попробую расколоть его, разобрать. Там внутри губки должны быть. Эти губки хорошенько промыть и по-нормальному залить. Получится или нет, посмотрим. Так. Так, пробую. Пробую отколупать. Так, получается, ребята, получается, все получилось, как я и хотел. Так, смотрим устройство, значит, так, видим, вот такая решеточка сверху, мы ее промоем. Дальше внутри поролоночка. Все, под кран сейчас все это дело промою и назад ставлю. Сразу залью чернила и закрою крышечкой. Вот такой ремонт. Видели вы такой или нет, еще не знаю сам. Я не видел, не знаю такого, чтобы... Все, на промывку. Начну вот с этой самой загаженной. О, какая нефть пошла. И смотрите, как она сразу... Ой. Какой интересный материал. Сразу белая стала. В лед. Все, она уже промыта.
за раковину меня завтра поимеют, конечно. Но не боюсь, кто в доме хозяин. Мне экспериментировать никто не запрещает. Проводить опыты. Так, вот, все. Теперь надо отжать хорошенько. Вот такими движениями. Чтобы она вот такая сухенькая была. Так, мне надо сейчас будет в интернете точно найти, какая банка, в какой цвет нужно лить, чтобы не перепутать. Иначе потом опять разбирать и промывать все. Да и краска дорогая все-таки. 100 раз ее заправлять. Ссылку на краску на СНПЧ я дам. Так. Это нержавейка, и поэтому вот так легко все у нас смылось. И следов не оставило. То, что я тут попакостил. Теперь просто заправляем все назад. Не такая уж и мудреная тут технология при изготовлении этих картриджей. Я не знаю, почему они таких бешеных денег стоят. Так, еще раз помою. Делаю это все без перчаток. Не люблю всякие перчатки в таких делах. Нету таких тактильных, приятных ощущений ремонта, когда с резиной работаешь. Так, значит, посмотрели на Али. Такой же картридж. Подстраховались. И теперь знаем, сверху мы будем лить. Так, возьмем бутылочки наши. Так, это тоже на Алиэкспресс брал. Давненько, но уже заканчивается, надо опять заказывать. Так, это у нас Yellow KC. Так, EKC. Так, а вот N-ка. Так, черную убираем, вот N-ка. Так, значит, Yellow льем вот в эту баночку. Аккуратненько. Заливаем. Где-то миллиметра 2 сверху. Сейчас губочка впитает. Так, теперь надо возьмем вот этот С Magnum. Так, ставим. По-моему, цветной здесь был. Так, а черный здесь справа. Так, теперь запускаю все это дело на печать. Беру черновики и буду печатать, пока не пойдет чистый цвет через сопло. Потому что сопло в старой краске еще надо прогонять, пока чистый цвет не пойдет. Вот в таком сейчас состоянии. Итак, сейчас давайте я распечатаю, сделаю такой тест на 2 принтерах, посмотрим. Получилось немножко блекло, но за счет того, что разбавлены чернила водой, ну а дальше яркость наберет. Ну а пропусков, непропечатанностей нету, в принципе, нормально все. У вас была какая-то тактика с самого начала, вы ее придерживались? С самого начала у меня была какая-то тактика, и я ее придерживался. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, переходите, там у меня много видео интересных и полезных обязательно для вас.
Пишите в комментариях вопросы или пожелания какие-то. С вами был Майер. До новых встреч в новых видео.